Всем доброго утра, друзья мои. Вы знаете, что для меня не существует ни праздников, ни предпраздничных дней. Вообще, я пришла в этот мир для того, чтобы за ту короткую жизнь, которая мне дана, у меня будет короткая жизнь, я это знаю, но это не важно. За эту короткую жизнь, чтобы успеть вам оставить огромное наследие, чтобы помочь, насколько возможно, вам, передавая вам те знания, которые мне дают вселенские силы. И через эти знания помочь вам, вашим детям, вашим близким. Многие люди за эти годы, как я, собственно говоря, создала и активизировала канал в Ютубе, очень многие люди смогли поменять свою жизнь благодаря моим работам. И я рада этому. И это еще не предел. Потому что не только они, их дети, их внуки, которым останется их книги теней и их наставления, потому как каждый из этих людей, оставляя своим детям и внукам эти знания, скажет им: вот я всю жизнь обращалась к этим силам и получала помощь. Поэтому вот вам мой совет. Всю жизнь обращайтесь к этим силам, получайте их помощь и будьте удачливее других. Знаете, особенно в купеческой гильдии, в купеческих семьях была такая традиция передавать из поколения в поколение определенные атрибуты. Талисманы удачи, заговоры для хорошей продажи, защиты, потому что купцы, они торговали караванами и часто нападали на эти караваны. И вот среди этих множеств людей, которые занимались торговлей, не все выживали, не все достигали больших богатств. Более крупные купцы на Руси, например, получали боярский титул со временем, обзаводились землями, как бы становились, если уж на европейский лад перевести, феодалами крупными, землевладельцами. Почему некоторым людям сопутствовала удача, некоторым нет? Различные можно привести аргументы, но есть один очень весомый аргумент. Они знали особый секрет удачливости. Я когда-то работала с людьми, мы возили театры, такие большие театры по России, ездили по Золотому кольцу, то есть гастролировали. Я была администратором, я должна была устроить актеров, найти им жилье, гостиницу. Я приезжала заранее, в общем, это все обустраивала. И наш директор, человек весьма удачливый, и я как-то спросила, я чувствовала, что он непростой человек, что он что-то знает. И я говорю: можно вас поинтересоваться, вот как получается, собственно говоря, он устраивал именно и директор, не режиссер, а директор. То есть он устраивал посещаемость и прочее. Это было не мое занятие. Мое занятие было договариваться с домами культуры и прочее, прочее. И я спрашиваю: вот у вас каждый раз аншлаги. Как у вас получается? У вас есть какой-то особый секрет? Всего-то несколько объявлений приклеите, но народ шел и все время. Естественно, благодаря этому он оплачивал наш труд, он выписывал нам премии и все такое. И он мне сказал: у меня бабушка была человек непростой, и она мне оставила пару очень таких действенных работ. У меня есть свой секрет.
Правда, я потом этот секрет узнала, я как-нибудь с вами поделюсь этим тоже, всему свое время. Мне как-то так получалось, что я встречала в своей жизни детей, внуков, ведьм, сильных женщин, вообще таких людей, которые становились мне наставники на короткое время или на длительные годы. Но я знала этих людей, и каждый из них мне что-то сказал, рассказал, объяснил. Вот по крупицам собрала эту мозаику и поняла. Я поняла, из чего состоит это мироздание. Почему кому-то дается, кому-то нет. Кто-то может пахать день и ночь и жить как-нибудь, а кто-то просто делает какое-то, скажем так, незначительное дело, а ему все дарят, все приносят, все дары отовсюду, благодарности. Почему женщина, которая тянет всю семью на себе, может просто превратиться не в мужика и не в бабу, а есть женщина, которая из себя, собственно, ничего не представляет, и красота-то у нее, скажем так, искусственно сделанная. Но всю жизнь ей везет, ее и содержат, и помогают. И мужчины сильные встречаются, которые ей пробивают дорогу. Почему? От чего так? Есть определенные тайны и секреты. И человек, узнавая это, применяя в своей жизни, призывает это мироздание, то есть мир духов, потусторонний мир, тонкий мир мы называем, он подстраивается под этого человека. И чем больше он просит, чем больше лет он обращается к этим силам, тем сильнее его связь становится с потусторонним миром. Его слышат, понимаете? Вот есть человек, который закрыл себе полностью всю свою удачу именно тем, что не обращает внимания на приметы, не обращает внимания на знаки судьбы. Много раз судьба пытается подсказать, помочь. Упорно говорит, что не верит ни в магию, ни во что. То есть ему пытаются помочь его стражники, силы, которые, может быть, сопровождают его род. Но человек упорно их не замечает, не видит и не хочет видеть. И в итоге он становится неудачливым, то есть неудачником по жизни. Человеком, который вроде работает день и ночь, но не дается ему ничего. А есть люди, которые понимают, видят, наблюдают, да, они интересуются, они смотрят. Вот кому-то это помогло, надо попробовать, надо сделать. Вот они это провели, и у них сработало. И действительно, их труды награждаются, они более удачливые становятся. Они уже не так много работают, но зато получают больше. Они не замечают экономические кризисы, когда люди сходят с ума, боясь за завтрашний день, они даже не замечают, что это все было. Потом узнают, оказывается, какой-то кризис был, что-то там такое. Они просто работают, получают свою удачу, совершенно не переживая за завтрашний день. Почему так? Потому что они верят силам судьбы, как азартный игрок, который верит в удачу. Вот я говорю о том, что все, что я вам дарю, помогает и будет помогать и вам, и вашим детям. Вот эти конфликты, войны, которые уносят огромное количество жизней. Люди, которые молятся день и ночь в храмах и в мечетях, не получили ответ. Их дети погибли с обеих сторон, понимаете? А люди, которые взяли, применили мои ритуалы, попросили мир духов защитить своих детей, все вернулись. Все вернулись живые. Охраняют их, помогают им ради вас, во имя вас, потому что вы просите. Так вот, я хочу сейчас вам подарить один ритуал. Он очень сильный, и он основан на древних, скажем так, древних знаниях сохранения души. Считается, что если у человека насильно забирают душу, то есть человек убитый, погибший, человек, которого убили во сне, он не понял, человек, которого пытали, убили, человек, который был в неволе убит, на войне убит, у него отобрали душу. То есть его срок не пришел, и у него отняли душу. И его душа не находит покоя на земле. Просто так он не уйдет.
он не уйдет на вечный покой. Его душу отняли, насильно вытащили. И мало того, что он пострадал, что он ушел, что его не стало на земле, а жизнь – это самое дорогое у человека, это его существование. Вот у его забрали. Так еще и душа мечется, он не находит покоя. В древние времена люди приходили к ведьмам, чтобы дать этим душам покой. Я многим душам дала покой. Вы знаете, это очень большая ответственность. Когда ты понимаешь, что человек не жилец, вот помогите, спасите, ты говоришь, ну не выживет. Я могу просто забрать быстрее эту душу, чтобы не мучился. Вы можете на себя взять эту ответственность, забрать душу человека пораньше? Можете? Покажите мне такого смелого человека. Понимаете, это не просто профессия, это не просто призвание, ведовство. Это храбрость души. Взять на себя ответственность, избавить человека от страданий. Это все равно, как выстрелить ему в голову. Это одно и то же. Просто здесь, скажем так, в мире людей это будет осуждаться, и не все это поймут. А в ином мире, в тонком понимании, это точно так же. Раньше времени дать человеку уйти. Я это делала. Я делала это для детей, которые были не приспособлены жить. Бабушки ко мне обращались, просили. У меня дочь мучается. Вот проживет она там полгода, год. Что делать? Ну, никаких функций ребенок не видит, не слышит, не понимает. Просто как растение. Но матери жалко ей своего ребенка, естественно. Врачи даже предлагают. Врачи делают тайную эвтаназию. Есть такая практика. Но вот не может человек, не может, сопротивляется. И она говорит, я возьму на себя такой грех на душу. Я старше, пускай. Хотя это не преступление, поверьте мне. Это, наоборот, избавление человека от мучительного, просто, скажем, мучительного проживания на этой земле. И она просит меня, чтобы дочь не знала, вот чтобы она подумала, что умерла естественной смертью. Потом пишет и благодарит. Возьмите на себя эту ответственность, те, которые говорят, что они ведьмы и так далее. Карты купили, взяли там, пару книг почитали и считают себя ведьмами. Поймите, наконец, это очень тяжкий крест. И тащить этот крест не каждый может. Не каждый способен взять на себя такие ответственные решения, непростые, понимаете? Так вот, про отнимание души. Если человека убили, если он ушел не своей смертью, его душу отобрали насильно. И эта душа тоже не находит покой. Так вот, в древние времена приходили к ведьмам, просили дать этим душам покой. Потому что покойники тревожили всю семью, ходили по ночам, стучались в двери, в окна, их голоса слышали дома. Людям было страшно жить уже. И вот когда приходили, и, собственно говоря, я проводила эти ритуалы. Но теперь я хочу вам дать ритуал, чтобы эту душу не забрали. Можно сказать, это оберег от смерти, от насильственной смерти. Человек может читать себе, если он живет на зоне конфликта, например, боится попасть в плен, боится быть убитым. Сейчас мы дожили до такого времени, что каждого из нас это коснется, может касаться. Ну, то есть, возможно, реально. Далее. Если вы работаете, возвращайтесь по ночам. Если у вас есть тревога за мужа, может быть, он, ну, мало ли, он служит в каких-то спецвойсках, может, работает в милиции, ночные у него выезды, смены. Собственно говоря, опасная работа для себя, для своих детей. Вы можете это читать. Но если у ваших детей опасная работа или они по ночам едут, то есть по необходимости, не просто, это не материнская защита, сидеть читать просто так. Вот есть внутренняя тревога, увидели нехороший дурной сон, страшно,
Читайте. Это оберегает от убийства. Именно от убийства. Это не от болезни, не от какой-то внезапной катастрофы и прочее. От убийства. Если катастрофа совершена пьяным человеком, это точно такое же отнимание души. Он отнял душу у совершенно невиновного человека. Отобрал. Если вы будете читать на своих близких и для себя, ни нож, ни топор, ни пуля, ничего не коснется этого человека. Его не убьют. Итак, если для себя открывайте окно, читайте 6 раз, глядя в открытое окно. Если для человека свеча восковая зажигается, и читайте, глядя на фотографию человека, называя его имя. Читайте нужно 6 раз. Читайте столько раз, сколько считаете нужным. Если человек в опасной зоне находится, читайте каждый день по 6 раз, зажигая новую восковую свечу, пока он не вернется живым и здоровым. Эти заговоры, эти ритуалы творили чудеса, спасая людей из такой ситуации, когда из целой дивизии, целого полка оставался только один, он живой, потому что на него читали мать, сестра, племянница, еще кто-нибудь. Итак, 6 раз. Тьма и свет, сгущайтесь. Небеса, открывайтесь. Ставлю себе великую защиту. Если читаете человеку, ставлю его имя. Ставлю себе великую защиту. Именем тьмы и света заклинаю небом и землей, огнем и водой, печатью луны и печатью солнца, 9-й когортой и светлым легионом. Крепкая сталь, затупись, веревка, перервись, камень от руки отвались, древняя сила, заступись, пришедший за моей душой, отступись. На супостата я надеваю кандалы святые, острые ножи, будьте тупые, сила мироздания, береги свое создание. Сила магии, меня сохрани, сбереги, оборони, да будет вечным трон богов, заклято. Еще раз читаю. Да, что делать со свечой? Свеча догорает, просто выкидывайте. Когда человек вернется, оставьте откуп. Монеты столько же, сколько лет этому человеку. Красное вино откройте, выплесните под дерево. Положите монеты, скажите «откупаюсь» и уходите. Если за себя, точно так же, когда тревога пройдет или когда опасность минует, и вы почувствуете, что уже ничего плохого с вами не случится. Можно читать, если вы дома одни, боитесь нападения или воровства или чего-то еще. Потому что, к сожалению, в очень редких случаях воры оставляют живых людей, чтобы не было свидетелей. Как правило, лезут всегда те, которых вы знаете. Чужой человек понятия не имеет, что у вас дома есть. Вот так вот, понимаете? Так устроен мир. Еще раз. Тьма и свет, сгущайтесь. Небеса, открывайтесь. Ставлю себе великую защиту именем тьмы и света. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, печатью луны и печатью солнца. 9-й когортой и светлым легионом, крепкая сталь, затупись. Веревка, перервись. Камень от руки отвались. Древняя сила, заступись. Пришедший за моей душой, отступись. На супостата я надеваю кандалы святые. Острые ножи, будьте тупые. Сила мироздания, берегите свое создание. Сила магии, меня сохрани. Сбереги и оборони. Да будет вечным трон богов, заклято. И можете быть уверены, что ни вас, ни ваших близких и родных никто не тронет, физического воздействия не окажет и, самое главное, душу не заберет. Всем удачи!